Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня будем готовить меню на целый день. На завтрак приготовим омлет с творогом, на обед питательный суп с курицей и ароматное домашнее печенье. А на ужин сытные котлеты с гречкой и легкий салат из редиски. Первым приготовим омлет с творогом. Это необычный, сытный и очень вкусный завтрак. Также такой омлет подойдет для тех, кто на правильном питании. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты. Мелко режем небольшой пучок укропа. 30 грамм творога разминаем вилкой, чтобы не было больших крупинок. 30 грамм сыра трем на крупной терке. В миску разбиваем 2 яйца. Солим по вкусу и перчим. Все перемешиваем венчиком или вилкой. Во взбитые яйца добавляем подготовленный творог и измельченный укроп. Все перемешиваем. Разогретую сковороду смазываем небольшим количеством растительного или сливочного масла. Выливаем приготовленный омлет и распределяем его по всей сковороде. Сверху омлет посыпаем тертым сыром. Все ингредиенты для омлета я оставляю внизу под видео в описании. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода всех новых видео. Сковороду накрываем крышкой и жарим омлет на маленьком огне. Готовый омлет складываем вдвое и подаем на стол. К омлету кладем помидор и зелень. Омлет с творогом получился очень вкусным, аппетитным и необычным. Обязательно приготовьте такой вкусный завтрак, я думаю, он вам тоже понравится. На обед приготовим куриный суп со сметанной заправкой. Он ароматный, а сметанная заправка придает этому первому блюду приятный сливочный вкус. Берем 2 куриных окорочка и кладем их в 4-литровую кастрюлю. Предварительно с окорочков нужно снять шкуру и помыть. Сразу же кладем 5-6 горошин черного перца и 1 лавровый лист. Наливаем примерно 2,5-3 литра воды. Все ставим на огонь и варим окорочка после закипания примерно 30 минут. Пока варится мясо, подготовим остальные ингредиенты. Примерно 400 грамм картошки нарезаем кубиками. Берем 1 сладкий перец и вырезаем семенную коробочку. Перец сначала нарезаем вдоль на полоски, а затем полоски режем брусочками. 1 луковицу нарезаем небольшими кубиками. 1 морковь трем на мелкой терке. Пучок петрушки измельчаем ножом. На горячую сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем подготовленный лук. Когда лук подзолотится, добавляем к нему тертую морковь. Пассируем еще примерно 1-2 минуты и добавляем нарезанный перец. Готовим еще 1-2 минуты, постоянно перемешивая, и снимаем с огня. Прошло полчаса, окорочка уже сварились. Вынимаем их из кастрюли и оставляем остывать. Из бульона вынимаем лавровый лист, перец и убираем образовавшуюся пену. В бульон кладем подготовленный картофель. Варим его 5 минут на маленьком огне. Спустя 5 минут добавляем 60 грамм вермишели из твердых сортов пшеницы. Перемешиваем и варим еще 5 минут. Куриное мясо за это время немного остыло, снимаем его с костей. Куски мяса разрезаем на более мелкие кусочки. Подготовленное мясо кладем обратно в кастрюлю. Сюда же добавляем овощную пассировку. Все перемешиваем. Пока суп закипает, готовим сметанную заправку. Берем 100 грамм сметаны, я использую 20% сметану. Добавляем в нее 1 желток и насыпаем 10 грамм муки. Все перемешиваем до однородности. Муку нужно добавлять обязательно, без нее сметана расслоится в супе. Сюда же в заправку наливаем 1 половник бульона из кастрюли. Все быстро перемешиваем. Приготовленную заправку выливаем в суп и перемешиваем. Еще больше разных рецептов супов смотрите у меня на канале по ссылке на экране или в описании под видео. Когда суп после добавления заправки закипит, насыпаем в него подготовленную петрушку или укроп. Солим примерно половиной столовой ложки соли и перчим черным молотым перцем.
Когда суп закипит, снимаем его с огня. Суп готов, можно подавать на стол. Куриный суп со сметанной заправкой получился очень вкусный, ароматный и сытный. Овощи и зелень придают супу яркие краски, а вермишель, картофель и мясо делают его наваристым. Сметанная заправка придает этому блюду нежный сливочный вкус и цвет. Обязательно его приготовьте. Также на обед приготовим вкусное печенье. Оно очень легко готовится, получается ароматным и прямо тающим во рту. Готовить его можно с детками, им такое занятие очень нравится. В миске смешиваем все сухие ингредиенты. Насыпаем 280 грамм муки, 2 чайных ложки разрыхлителя, 1 чайную ложку молотой корицы, 1 чайную ложку молотого имбиря и 1 столовую ложку какао. Все перемешиваем. В отдельную миску кладем 180 грамм мягкого сливочного масла и насыпаем 3/4 стакана сахара. Взбиваем миксером до побеления масла, примерно 2-3 минуты. Сюда же во взбитое масло разбиваем 1 яйцо и опять все перемешиваем миксером. В масляную смесь насыпаем сухие подготовленные ингредиенты. Тесто перемешиваем сначала миксером, а затем руками. Тесто собираем в комок и заматываем в пищевую пленку. Кладем его в холодильник примерно на 1 час. Из охлажденного теста скатываем шарики размером примерно с грецкий орех. Еще больше вкусных и легких рецептов печенья смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Каждый шарик теста немного приплюскиваем и обваливаем со всех сторон в сахаре. Подготовленное печенье выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Печенье ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем примерно 15-20 минут. Печенье получилось очень вкусным, рассыпчатым и ароматным. Если у вас большая семья, то пеките сразу двойную порцию. Такое печенье разлетается мгновенно. На ужин приготовим очень вкусные котлеты. Котлеты по этому рецепту всегда получаются очень нежными и сочными. В этом видео я с удовольствием поделюсь с вами этим замечательным рецептом котлет. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала замочим в воде 3 ломтика белого хлеба. Я взяла батон, поэтому замачиваю его вместе с корочкой. Если брать обычный белый хлеб, то лучше замачивать только мякоть, так как корочка у него недостаточно размокает и остается жесткой. Также вместо воды можно использовать молоко. 1 крупную луковицу трем на терке для пюре. Если мясо перекручивать непосредственно перед приготовлением котлет, то лук также проще перекрутить на мясорубке вместе с замоченным хлебом и мясом. Батон уже размок, сливаем с него лишнюю жидкость. Фарш я приготовила заранее. К 1 килограмму фарша добавляем натертую луковицу и белый размокший хлеб. Все солим примерно половиной столовой ложки соли. Я еще добавляю 1 чайную ложку смеси итальянских трав и черный молотый перец. Все хорошо перемешиваем руками. Я взяла свино-говяжий фарш, хотя можно использовать любой, котлеты всегда получаются очень вкусными. Из приготовленного фарша формируем котлеты и обваливаем их в муке. Я сразу делаю примерно 6-7 котлет, чтобы хватило на первую сковороду. Остальные доделываю, пока жарятся предыдущие. Также котлеты можно приготовить из других ингредиентов. А как их готовить, смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. В отдельную миску разбиваем 2 яйца и хорошо взбиваем их вилкой. Обваленные в муке котлеты обмакиваем во взбитые яйца и сразу же выкладываем на раскаленную сковороду. Жарим котлеты на среднем огне с 2 сторон до красивой румяной корочки. Обжаренные котлеты сразу же складываем в кастрюлю. Когда все котлеты уже пожарили и сложили в кастрюлю, заливаем их примерно 1 стаканом кипятка и накрываем крышкой. Кастрюлю ставим на маленький огонь и тушим котлеты примерно 20 минут. Котлеты получились очень сочными, вкусными и сытными. Их совсем не сложно готовить, и с их приготовлением справятся даже начинающие кулинары. А домашние за такое вкусное блюдо вас не один раз поблагодарят.
На гарнир к котлетам приготовим рассыпчатую вареную гречку. Гречка готовится очень просто и легко, главное придерживаться нескольких правил ее приготовления. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. 1 стакан гречки чистим от мусора и промываем холодной водой. Промытую гречневую крупу насыпаем в кастрюлю. Сюда же наливаем 2 стакана холодной воды. Кастрюлю накрываем крышкой и доводим до кипения. Как только вода с гречкой закипела, солим ее по вкусу. Опять накрываем крышкой и убавляем огонь до самого минимума. Это обязательно. Так варим гречку примерно 15-20 минут до полного испарения воды. Во время варки гречку перемешивать не нужно. Гречка сварилась, добавляем кусочек сливочного масла и аккуратно перемешиваем. Готовую еще горячую гречневую кашу подаем на стол. Готовая гречка получилась очень вкусной и рассыпчатой. Она отлично подходит как гарнир ко многим мясным блюдам. Приготовьте гречку по этому рецепту, я думаю, она вам тоже понравится. Также на ужин приготовим салат с редиской, огурцами и зеленью. Такой свежий и простой салат готовится очень просто и получается вкусным. Этим салатом легко можно дополнить любое основное блюдо. Сначала подготовим все ингредиенты. 200 грамм редиса моем и нарезаем небольшими кубиками. 2 средних огурца тоже нарезаем небольшими кубиками. 4 вареных яйца нарезаем кубиками. Мелко нарезаем небольшой пучок петрушки. Также мелко нарезаем средний пучок укропа. Измельчаем примерно 150 грамм зеленого лука. Еще больше рецептов легких салатов смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. В миску кладем нарезанный огурец, редис, зеленый лук, нарезанные яйца, свежий измельченный укроп и петрушку. Салат солим по вкусу и перчим. Заправляем 2 столовыми ложками сметаны или густым несладким йогуртом. Все перемешиваем и подаем на стол. Салат с редиской, огурцами и зеленью получился свежим и легким. Готовится он несложно и быстро. Обязательно его приготовьте. Если вам понравилось такое меню на каждый день, то обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.